Понимание реальных преимуществ воздержания от мастурбации имеет решающее значение, поскольку большинство людей не осознают, что они начинают свой день с того, что предаются самоудовлетворению или практикуют его перед сном. Однако, к сожалению, многие не знают о важных преимуществах воздержания от такого поведения. Прежде чем углубляться в эти преимущества, важно признать, что всегда найдутся люди, лишенные сексуальной дисциплины, которые рационализируют свои действия, заявляя, что мастурбация снимает стресс и полезна для здоровья, или что воздержание – это занятие для неудачников и вызывает рак простаты. Интересно, как склонность этих людей к такому поведению заставляет их фабриковать ложные утверждения. Когда их спрашивают об их источниках, они обычно ссылаются на случайных врачей, возможно, тех самых, которые защищают непроверенные методы лечения признанных заболеваний. Поймите, что мастурбация не приносит реальной пользы, поэтому перестаньте искать оправдания такому поведению. В этом докладе мы рассмотрим 5 убедительных преимуществ воздержания от мастурбации. В конце концов, вы найдете причины, слишком веские, чтобы их игнорировать. Во-первых, воздерживаясь, вы вновь обретаете свою подлинную сущность. Многие описывают абстиненцию как волшебный опыт и приписывают его сверхспособностям, которые выводят их за пределы нормы. Однако истина проще: вы заново открываете себя, свободное от пристрастий и принуждений, полное уверенности, энергии, мотивации, творчества и страсти. Во-вторых, воздержание увеличивает концентрацию и ясность ума. Мастурбация вызывает колебания дофамина, вызывая эффект американских горок, который нарушает умственное равновесие. Несмотря на заявление о ясности через эякуляцию, это всего лишь иллюзия, которая маскирует истинные когнитивные возможности. Истинная ясность приходит в результате воздержания, полностью перенаправляющего сексуальную энергию на более значимые цели. В-третьих, воздержание сохраняет семя жизненной энергии, символизирующей суть существования. Большинство людей безрассудно тратят его, оставляя чувство опустошенности и вялости. Напротив, воздержание сохраняет эту жизненную энергию, давая значительное преимущество перед теми, кто растрачивает ее без надобности. Сохранение эффективности вашего семени имеет важное значение для продуктивного использования его энергии. В-четвертых, воздержание способствует духовному росту. Те, кто пренебрегают его значением и лишены внимательности, не могут понять его духовную сущность. Но ФЕП воплощает поиск чистоты и естественного освобождения, представляя собой духовное путешествие к самореализации. Хотя духовное пробуждение не гарантировано, оно отражает стремление к духовному росту, сложный процесс, требующий дисциплины и самосознания. Дисциплина воспитывается в воздержании. Хотя некоторые подвергают сомнению предполагаемые преимущества, сама дисциплина отличает воздержанных от снисходительных. Он подчеркивает негативное влияние мастурбации на уровень дофамина, подтверждая необходимость дисциплины, необходимой для воздержания. Несмотря на скептицизм и отрицание, дисциплина остается первостепенной задачей для тех, кто стремится преодолеть снисходительность. Помимо уже упомянутых преимуществ, важно понимать, что воздержание от мастурбации не только положительно влияет на индивидуальную сферу, но и способствует здоровым и значимым отношениям. Воздерживаясь, вы перенаправляете сексуальную энергию на более глубокую и интимную связь с партнером, способствуя большей эмоциональной близости и укрепляя эмоциональные связи. Воздержание также бросает вызов современной культуре мгновенного удовлетворения, учит важности терпения и эмоционального контроля. Живя в мире, где многие увлечены сиюминутными импульсами, дисциплина, приобретаемая посредством воздержания, выделяется как ценный навык, выходящий за рамки других сфер жизни, таких как карьера, учеба и личные цели. Более того, важно подчеркнуть, что воздержание от мастурбации не является концепцией, направленной на навязывание моральных стандартов или суждений. Скорее, это личный выбор, целью которого является содействие более сбалансированной, сознательной и полноценной жизни. Каждый человек уникален, и опыт различен, но рассмотрение воздержания как варианта – это размышление о поиске более подлинной и полноценной жизни.
В области психического здоровья несколько отчетов указывают на то, что воздержание может способствовать большей эмоциональной стабильности и снижению тревожности. Самоконтроль, развиваемый посредством воздержания, может стать ценным инструментом в решении повседневных проблем, обеспечивая чувство власти над своим выбором и решениями. В заключение, преимущества воздержания от мастурбации неоспоримы, будь то для личностного роста, ясности ума, духовной жизненной силы, просвещения или дисциплины. Но ФЭБ предлагает глубокие слова вознаграждения. Принятие дисциплины, расставление приоритетов в самосовершенствовании и признание преобразующей силы воздержания – важные шаги на пути к продвижению вперед в жизни. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте активировать уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и до скорой встречи!